Так, новый день. Всем привет. Сегодня у нас по плану сегодня должен быть продуктивный день. У нас в планах было посетить несколько семей и заодно рассказать про группу, которая занимается благотворительностью. В Фейсбуке есть группа, позже я выставлю ссылочку на нее. Там волонтеры, они собирают помощь для нуждающимся в районе Ташкента, в Узбекистане и в ближайших районах, как я понял. Я связался с волонтером, она является также организатором, просил ее организовать для нас такую поездку, чтобы мы тоже смогли помочь кому-нибудь, помочь чем сможем, и заодно подснять весь процесс и рассказать людям, как они этим занимаются. Только половина 11-го мы договорились с ней встретиться на базаре, сделать закуп для семей. Изначально у них, как я понял, много нуждающихся не только по территории Ташкента, а в Сырдарьинской области и намного дальше, там где-то час, возможно, до 2 часов езды отсюда. У нас по времени просто, так как мы с сыном будем здесь конкретно в этом районе где-то около дня еще пробудем, поэтому сегодня целый день мы посвятим этому и попросили, чтобы этот волонтер, этот организатор подыскала для нас семьи именно в районе Ташкента, чтобы далеко не выезжать, потому что достаточно далеко будет и по времени, получается меньше семей мы сможем посетить. Но, как я понял, они разом посещают довольно-таки много семей. Если мы на Филиппинах можем организовать там поездку в день, максимум до 5-6 семей, учитывая то, что мы начинаем с утра и до вечера, у них это происходит намного более организованно. Они просто отправляют машины с помощью. Организатор сама не ездит, потому что у нее малолетний ребенок. Но сегодня она отозвалась проехаться с нами. Тоже я попросил ее просто показать, как вообще этот весь процесс проходит у них. И на месте определиться, если нужна какая-то помощь семьям. В первую очередь, так как сейчас у нас август месяц и скоро начинается сентябрь, она предложила нам сделать закуп, так, как я понял, подготовить детей к школе. Это будут дети и их семьи. Происходит закуп канцтоваров для детей. Все это находится в одном месте, перед входом в базар. Стоят отдельные прилавки, которые имеют все принадлежности для поступления в школу. Мы встретились с девушкой, ее зовут Александра. Она является организатором, волонтером всего этого. Но она немного стеснительная, поэтому попросилась не снимать ее. Поэтому я просто расскажу, как у них проходит процесс. Вот сейчас мы заехали на такой школьный базар. Они делают закуп, потому что сентябрь уже близко, учебный год. И для детей нужны рюкзаки и вот разные канцтовары. Периодически по процессу, как я понял, семьи им отправляют, Александре отправляет запрос, что они нуждаются в продуктах. И она периодически, это может быть насколько помню, раз-два раза в месяц или 2-3 раза в месяц они помогают им продуктами. Развозят здесь, покупают, делают закуп на рынке. Даже я слышал, что у них есть свой склад, на который, я так понимаю, люди привозят кто что может, кто и вещи привозит, кто привозит разное питание. И с этого склада они собирают продукцию и делают развоз по семьям. Сейчас мы сделаем закуп канцтоваров
После этого сделаем закуп продовольствия, потому что также эти семьи, они многодетные, они обратились к ней за помощью по питанию. Сегодняшнее посещение я помогу обеспечить, а так у них есть свой вот канал, через который они собирают финансы. Говорит, что большая часть, где-то 90%, это происходит за счет помощи именно с Узбекистана. Сами узбекистанцы скидываются, она выставляет пост про нуждающих, люди понимают и начинают ей скидывать то, что может. Также бывает, говорит, помощь из Южной Кореи, из других стран, где-то 10%. Кто-то отзывается на подобные посты. Сейчас у нас уже час дня, я не знаю, успеем или нет, потому что когда у меня понятие, когда мы делаем посещение, для меня не сколько это привезти какую-то продукцию, а именно побыть с семьей, пообщаться, узнать одно, другое, узнать, вот, возможно, они нуждаются в чем-то еще. Поэтому в моих планах это занимает намного больше времени, я думаю, где-то около часа на одну семью. Поэтому, если по моим планам, возможно, мы не успеем. Сейчас уже половина второго. Нам еще и пообедать надо. Возможно, без обеда просто поужинаем. Сейчас мы зашли на крытый рынок. В моем понимании просто крытый рынок – это где очень жарко, все душно, а здесь очень даже прохладно сзади меня. Скажем, такой большой супермаркет. И, по-моему, даже с кондиционером, потому что здесь очень прохладно. А вот эта комната бывшая кухня, это нам она отдала. Ну, хорошая подруга. Ну да, что делать? Ну, просто много лет ее знаю. Александра нам просто рассказала, что тут есть семьи нуждающиеся. Мы здесь просто проездом решили просто поучаствовать. Мы тоже, у нас есть другой проект, мы помогаем детям на Филиппинах. И заодно, так и здесь проездом, хотелось бы рассказать о ее спонсорской, скажем так, помощи, о ее проекте. Спасибо большое. Хотел бы помочь большим, просто... Да нет, и за это спасибо, конечно. Вы что? Если бы мы знали, какая там еще дали ситуацию. Как звать? Тимур же, да? Тимур. 15 лет. 15 лет. Хорошо учится? Ну, старается. Так себе учится. У них же, он же в телефоне, как и все. А это все дети. Мы же все у в меня телефонах. ребенку тоже с 12, у меня ребенок даже сколько? С 7 лет тоже в телефоне. Да, ничего не сделаешь, новое поколение такое. Рождаются с телефоном, по-моему. Да? Скажи спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Будет возможность, в следующем году, может, мы опять приедем. Спасибо большое. Через Александра. Вы очень выручили нас. Как раз в такой момент перед школой неожиданно. Бывает. О, яички осторожно. Ага. Первый. Давайте пройдем. Хорошо? Так. Ой, это старший получается? Нет, старшая дочка. Старшая дочка.
А это младший? Нет, это второй. Второй. У вас трое. Пятеро? Да. А у нас Просто у меня суббота-воскресенье. Они Мы с маленькие мужем- двое. Да. Быстренько. поможешь? Давай вот так. Так, У вас трое школьников? Да, 3 школьника. молодец. Вот так вот. Мама, сзади! Сзади! Сзади шмель! Ничего страшного, ничего страшного. Здесь просто давай. Не, сам понесу. Сам понесешь? Конечно. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А, у вас младший совсем маленький. Совсем маленький. Да. И кошки у вас даже есть. Да, вот котенка нам отдали. Вот они играются с ним, чтобы скучно не было им. А вы днем работаете, получается? Днем вы работаете? Да, я днем работаю. А дети как? С кем? У меня мама помогает с детьми. У вас здесь живет... А сколько людей живет в одной комнате? Ну, мы вот диван раскладывали, я вот так вот, дети вот здесь у меня спят, а я с ребенком там. И сколько людей в мире? 5. 5. Плюс еще мама. Или мама приезжает просто Мама иногда? приезжает. А днем просто смотрит. Пока я на работе, вот она мне помогает. Я сейчас с одной отсюда уволилась, потому что за 2 месяца еще зарплату не дали. Я в другой ЖЭК устроилась. А в ЖЭКе работаете? Да, дворником. Старший? Потому что у меня образования нету, я не училась в школе. Не получилось, что нормально работала. не могу ходить. Мне предложили на учебу ходить, а с детьми пока не могу. Здесь вы снимаете квартиру? Да. И какая аренда у вас? 150. 150 тысяч. А здесь у вас кухня? Да. А холодильника нет у вас? Нет, холодильника нету. Ну вот мне вчера плитку принесли, то она что-то не работает. Ее надо разобрать, сделать. Я готовить просто не могу. В основном на Ролтонах все. Может, дай включу свет? Да, да. А как вы где храните продукты? Вот сейчас, допустим, мы привезли продукты. А у меня здесь Холодильник. соседка есть, я к ней поставлю. Стоит, она накроет. А, Она бабушка тоже пожелает. вода горячая, холодная Да, у вас вода есть? есть, да. Я сместители вот недавно только поменяла, сделала. А горячая как она у вас идет? У вас через обогреватель или во всем Нет. здании горячая? Да, во всем здании горячая. А, здорово. И много выходит за... Я не плачу ни за воду, ни за что не плачу, ни за свет. Единственное, что я вот 150 плачу за квартиру, и все. А почему не платите? По пособию какому-то или по льготам? Не Нет, по платите? льготам я вот то, что работаю, я вот плачу с этого. То, что вот детский получаю, вот он у меня получается. Я 700 тысяч получаю детский. И на старшую дочку я получаю по потере кормильца. У меня первый месяц. 150 это у вас, включая Да, все полностью, да, все. во воду, вот это, свет, да, тоже? А ребенку как холодильник? Пока нет, я вот искала, ну, взяли. А вы недавно сюда переехали? Уже 2 месяц пошел. Ну, Ой, можно сказать, летом. они просто выжили. Летом просто очень жарко, хотя бы холодильник. Мам, котик сбежал. Ну, вот вентилятор дали, мы его сделали, вот пока работает, как вот включали. А до этого там, где вы жили, холодильник, что-то такое было? Да, я в кредит брала, я кредит плачу, но он не отдает технику. А муж забрал холодильник. Я сказала, оплачивать туда все сам. Ясненько. Ну, по крайней мере, я думал, это у вас как общежитие, там туалет, ванны, у вас все общее, оказывается, у вас все Это, да, отдельное, это да? бывшее общежитие, да, сейчас потому что вот Такая однокомнатная, получается, у вас квартира. они, да, Ясненько. Так, где у нас еще продукты? Просто вот сейчас даже продукты, вам же куда-то их положить нужно будет. У вас ну, продукты, если все холодильника нет. не поставить, Нет.
Просто еще двоих да нету, еще маленьких двоих нету, потому что он... А пособие что-то получаете от государства? Я пособие получаю на 5 детей 724 тысячи. Тяжело. Не хватает, да? Извиняюсь. Внутри можно один раз сфотографировать? Да, конечно. Конечно можно. Что, а ты кричишь так? Вон смотри в зеркало. Да. Можно туалет. Да. Лялета, дай мне печеньку ему, Понятно. Так, можно я проверю? Плита у вас работает, нет? Проверим, плита работает, нет? Да, вот. А вы плиту от кого получили? А мне соседи здесь дали. Меня током не шандарахнет, что там такая опасная. Так, красная вроде бы лампочка горит. А как вы готовите? Пока не готовы. Когда вам дали? Вчера дали. Ну вроде бы она рабочая. Потому что... Вот я ее вчера включала, она что-то у меня как оттуда бабахнет, и я испугалась ее. Она вот здесь что-то задымилась. Сама плитка, она довольно-таки советского времени. Она хорошая, мне сказали, говорит. Ну, они сказали, говорит, ее делать надо, ремонтировать. Ну, вроде бы работает, греет. Это у вас полностью деревянная постройка, она же вся покосилась. Не упадет дом? Дай бог, скажу. Сносить буду. И вы что будто набору вандерлинга? Заходить мы, наверное, не будем. Спасибо. Все хорошо. Так, в этом доме мы посетить ребенка не смогли, потому что ребенок ушел на день рождения к своему другу. Они живут вот в такой постройке. Все эти дома, они были изготовлены после землетрясения, то есть времянки, и полностью сделаны из дерева. Так издалека смотришь, как будто отделаны камнем, на самом деле это все дерево. И окна все покосились. Когда заходили в подъезд, там все скрипит, конечно, поднимаешься по лестнице. Вход тоже такой весь перекошенный. Вот с того момента, как было построено, людей оставили, сносить, по-моему, даже не собираются. А люди продолжают жить. Если посмотреть на подъезд, вы видите, вход у него весь перекошенный, рамы уже не совпадают. И осталось пару детей. Так, а какая квартира? Ну, первый этаж какая? Вторая? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, можно будет зайти? Да, конечно, заходите, пожалуйста. Так, куда вам можно будет это положить? Прям заходите. Обувь как? На него подойдет? Тебе такая сумка подойдет? Да. Никит, просто побольше сейчас сделаем. Да, Вот так. Вот так. я все болею. Приступы эти меня замучили. Ну-ка, давай попробуем. Оперировать надо. Можешь подтянуть теперь. Да. Неделю валяюсь. Там внутри принадлежности для школы. Ничего. Оно, в принципе, подойдет. Нормально. Спасибо. Пожалуйста. Чуть не запишешь.
А я потом потеру. Ничего страшного. Только меня не надо в таком виде. Да, это потом. Я болею. А вы с кем вдвоем живете? Ну, да, в принципе. Хорошо учится? Ну, одна тройка есть. Тройка. Ну, одна не страшно. Удовлетворительно. Можно глянуть, как живете? Ничего, если свет включу? Ничего у нас такого. Просто посмотреть, может, в чем-то нуждаетесь. Ну, это все ломать нас собираются, ломать, и мы как-то, А то, что деревянные дома? да, уже половину здесь попереломали. Ага. А что говорят, когда будут выселять? А пока заморозили. А что так? Мы далеко от метро. Земля никого не нужна. Поэтому никто покупать не А хочет. так, в принципе, вот такой же, так же в зале, только ремонт и все. У вас дома прохладно. Кондиционер не нужен. Я под вентилятором лежала. Закрываю все вот так, шторами зашториваю. А зимой не холодно? Деревянный комнат? Зимой я вот так хожу. Да? Тепло? Ну, здорово. Ну, вот я чувствую, возможно, то ли то, что деревянный дом, Это вот сейчас прохладно. открыли мы. Сквозняк. Хорошо. Ну, а холодильник есть. Есть, и окей. стиралки, есть, и холодильники, микроволновка. Мгм. Это тоже дарили. Это подруга мне подарила микроволновку. Стиралку тоже. Она себе новую купила, притащила. Говорит, Анька, на тебе. Я говорю, спасибо. Сами готовите? А кто мне будет готовить? Ну, помогает. Угу. Скажу, что помогает. Хорошо. И раньше. Ясненько. Ну это все дети. Это сейчас новое поколение, они все, их можно оправдать. Новое поколение такое, ничего не Я сделаешь. тебе сегодня не зря доползла до парикмахерской, постригла. Свяжу, Ну, вот такая ну, как у вас почти. как у меня. Но у меня Только тренд. ежиком стоит вот так. Мгм. Вот так. Ясненько. Кто-то с вами, вы только вдвоем, да? Просто там что-то играет. Это он телевизор? интернет, мальчики там ждут его. Ладно, не буду задерживать. Ладно, отдыхайте. Вот он это. Удачи в новом году. Может, все, что там есть, может понадобиться. Спасибо Мгм. вам за помощь. Саша ушла, что ли? Александра, да, она на улице. Ну Ладно, до Привет. свидания. Ага. Спасибо большое. Всего хорошего. У нас сейчас Никита заработает. Пока школа не началась. 16 лет разрешают? Берут на работу? На работу берут в 16 лет? Ну, он как Яндекс, вот я езжу на велосипеде. Не как в Корее. В Корее Вот тут можно ногу некоторые вставить. листы поменяли, а некоторые не поменяли. Все мы поместимся? Да. Или... Саша, потом. Потом, да. Ну, спасибо вам большое. Блин, страшно в таком лифте ехать. Ну вот все, ждем, поменяет, не поменяет. Советская. Мы уже сколько раз трассы меняли тут за свои, считай, вот, скидывались они. Пугать не надо, блин. Что-то Не, так- ну вообще, да? И так стрёмно. Как открыть? Сейчас, а он отпустит? Кого гости? Ну идем. Ну еще тогда вот уж. Мама там А. где-то. Если Все, что, все, в все. комнату Все, заходите. понял. Так. Давайте пока так ставим сейчас. Александра поднимется тоже. Не. Сколько комнат у вас? Двух. Двухкомнатные. Ну, в комнате там. Втроем. Можно мусор? Сколько человек у вас? На улице неудобно. Сколько человек у вас живет? 5. 5 человек. Кто это? Это вы? Это Два вы. сына? 2 сына и родители. Родители. А папа с мамой? Да, А старый. С первого. Все меня... С первого года? Серёга.
Так, ну у нас продукты и... Для него получается, да, у нас, Александр? Никитке она говорит. Нет, там просто Никит. родители внутри. Внутри родители. Родители. Мои, да. Ну, просто если покажут, как живет. Ну, родители, я не знаю никак. Если хотите, в мою комнату зайдете. Хотите А зайти? если... Сами. Хотите в комнату зайти? Ну, если пригласите. Просто есть в чем нуждаетесь, может Так, быть? не, Нет? не, Все нормально? честно. Как можем, так. Вот так. даже птички есть. Да, развлекают? люблю. Ну, еще. Ну, дети понатаскали, короче. Умитки там. Сейчас Вы вместе здесь с детьми? Ну, да. Втроем? Мгм. Умещаетесь? Ну, пока Никита в командировке. Мгм. Одну разложили, сложили. Сложили, разложили. Просто... Мгм. Нет, давай туда не. Давай. Да. Крис, Тюген, возьми. Это что за вещи? Вы Не, да. Это нет. Мы сейчас посетили последнего ученика, последнего ребенка вот в этом доме. Я так понимаю, родители, возможно, стесняются о состоянии своего дома, либо, возможно, были против помощи. В общем, отреагировали не очень адекватно, не так, как это происходило с другими детьми. Почему-то мама, когда Крис, он попытался снять, он просто всегда заходит за мной с камерой и попытался снять. Она его, мать этого ребенка, Криса, моего оператора, получается, ущипнула и прогнала, чтобы он не снимал в другой части этого дома. Странное поведение, конечно, но есть, бывает и такие случаи, бывают и такие люди, скажем. То, как живут люди, это их личное мнение, мусор у них там, либо какое-то другое состояние. Когда протягивается рука помощи, я просто захожу в квартиру, чтобы понять по состоянию, в чем человек еще нуждается. Может быть, мы можем помочь чем-то еще. Как вот в случае с предыдущим домом, где женщина имеет 5 детей, у них нет холодильника. Вот сейчас мы покушаем. Я так подумал, во-первых, жарко, это лето, потом дети. Молочка обязательно нужна, молочка должна быть свежая, по крайней мере, хотя бы холодильник должен быть. Если у них нет возможности купить холодильник, сейчас мы поедем, холодильник купим. И вот таким же образом, заходя в другие квартиры, по состоянию я могу понять, в чем человек нуждается. Если я смогу помочь, я бы с удовольствием помог. Но такая реакция тоже непонятная. Сейчас у нас Крис. Вот он держится за руку. Не знаю, она сделала это специально или нет, ущипнув его, либо поцарапав его. Так, мы приехали в медиапарк найти холодильник. Холодильники есть маленькие, совсем мини. Они начинаются, как я понял, от $200 и идут выше. Но они совсем маленькие. Вот такая вот тумба. 200-250 где-то долларов. Но это совсем маленький, потому что лучше чуть-чуть добавить и взять намного больше по объему. Но все равно лучше взять тот, что побольше, так как у них 5 детей, там у них совсем маленькие, и молочка нужна будет вот именно свежая. Не знаю, будут они брать продукты или нет. Александр тоже говорит, что они не будут тарить столько продукции, лучше взять маленькие. Тем более это общежитие может не, как сказать, не выдержать сама сеть. Хотя я считаю, что маленький холодильник и большой, питание у них будет одинаковое. Поэтому будем брать вот такой. Вот такого белого цвета.
У них почему-то отличается белый цвет, он идет намного дешевле серого. Хотя у нас в Корее по цветам от этого не зависит. И здесь удобно то, что у них есть доставка. Мы сразу просто закажем отсюда, а сами поедем домой. Они отправят там фотоотчет, что холодильник все-таки доехал. Потом периодически я попросил Александру уже взять под свой контроль, так хотя бы раз в месяц-два, если та семья будет отправлять фотографии, что холодильник присутствует дома, что он не был продан, либо пропит, тогда все хорошо. А потом дополнительно тоже приехали посмотреть электроплитку, потому что у них электроплитка в итоге потом, как оказалось, она работает, но все равно желательно взять что-нибудь такое, чтобы не замкнуло, потому что, опять же таки, там дети, а там такая электроплитка, по проводам, если посмотреть, советских времен, там любое замыкание, короче, все сгорит. Приехали сюда, электроплиток не нашли, есть газовые плитки, даже не плитки, прям газовые плиты. Поэтому, наверное, плитка не судьба. Тем более, если она все-таки заработала. Просто. Мы опять в медиапарке. Мы опять приехали за холодильником. Александра выставила пост. Там одной бабушке тоже нужен холодильник. Но там их в семье только двое. Поэтому, я думаю, взять вот такой холодильник поменьше. На двоих хватит. До этого просто было там у них только одних детей. 5 было. Там стоит 2 900 000. 30 сейчас они посчитают, сделают скидку. И надо доставить до Сырдарьи. Это не знаю как. Если у них есть доставка, если нет, тогда, возможно, вот волонтер Александра, она будет отсюда его забирать, наверное. Так, холодильник взяли. Сейчас с Александрой созвонились. Она говорит, оказывается, там 3 человека в семье. Но маленький холодильник, я думаю, на первое время не хватит. Тем более то, что, как я понял, она будет отправлять ДАМАЗ туда. Большой холодильник все равно бы туда не поместился. В дополнение скажу, что последний случай, он обеспокоил меня. Просто дело в том, что вы должны понимать, что мы, когда посещаем семьи малоимущие, это результат чего-то. Это не обязательно человек должен быть выпивающим. Там помимо этого есть люди, которые сидят и на наркотиках, вследствие чего они и стали, скажем так, нуждающимися. Поэтому есть некоторые люди, которые также из малоимущих, у них нет возможности следить вовремя за здоровьем, соответственно, у них развиваются разные заболевания, в том числе там есть и такие, которые там передаются, это ВИЧ-инфицированные. Возможно, кто-то скажет, что подобные заболевания не передаются так, что ты просто чихнул и человек заразился этим. Хотя сейчас есть корона, там достаточно чихнуть, да, чтобы передать. Но, однако же, все возможные другие тяжелые заболевания, они передаются, не обязательно там, половым путем, либо через кровь. Вот, достаточно иметь какую-нибудь открытую рану. К примеру, вчера, позавчера на пустом месте вот я поцарапался. Видите, у меня открытая рана получается. Потом там ходил в тапочках, наступил, тоже открытая рана. Люди, которые болеют, не обязательно ВИЧ, другими заболеваниями, у них протекает, скажем так, заживание их открытых ран очень долго. Соответственно, вот пока это все текет, это небезопасно иметь вблизи человека с подобными открытыми ранами. И всегда вот при таких посещениях я пытаюсь тоже
Оберегать детей, держать их либо на расстоянии. Например, Криса, когда он ездит со мной, я ему говорю, чтобы он держался на расстоянии, там снимал на расстоянии. И также перед тем, как входить в какое-то помещение, без моего ведома я тоже не разрешаю, потому что мне надо зайти сначала самому убедиться, потому что кругом могут быть, скажем так, на полу колющие предметы, в том числе и иглы, ну, вот, что касается, там, допустим, Филиппин, ну, это, мне кажется, в любой стране такое. Если лежат подобные предметы, об которые можно уколоться и что-то подхватить, соответственно, всегда лучше обезопасить своих детей. И в этот раз, когда такая неадекватная ситуация, одно дело, когда нас просто прогнать, второе дело, когда, ну, возможно, я придумываю просто себе, но сын вот мой почувствовал, что его то ли укололи чем-то, то ли поцарапали, то ли ущипнули, когда мы выходили из квартиры. Возможно, опять же таки говорю, возможно, это все надумано, возможно, у человека просто ногти были на тот момент, либо что-то в руке, но вот ребенок почувствовал, и я тоже так слегка проверил, что остался след от чего-то непонятного. Поэтому эта ситуация меня немного так напрягла, поэтому в дальнейшем нужно будет пересмотреть, скажем так, именно подход к организации такого вида посещения. Что касается посещения, да, мы точно так же, как и волонтеры, и у меня в моей личной практике я всегда пытаюсь зайти в то помещение, где человек живет, чтобы для меня иметь понимание, что в чем человек нуждается. Что касается вот волонтеров, Александр мне рассказал, что у него тоже были такие случаи, когда люди иногда пытаются просто воспользоваться чьей-то помощью. Они делают через какие-то организации, либо через волонтерскую помощь, делают заказы. Когда люди туда приезжают, оказывается, человек, ну, живет, скажем, не так уж бедно, не в такой уж нуждающейся ситуации. Поэтому вот тот же волонтер Александра, она ведет специально видеоотчет, возможно, фотоотчет, как люди живут, получили ли они одно или другое. Что касается меня, вот я при посещении просто на месте уже пытаюсь понять, в чем человек имеет нужду. Одно дело это просто привезти, допустим, там продукты, либо что-то еще, уделить внимание. Другое дело так присмотреться и понять, что на данный момент человеку нужно и смогу ли я этим помочь. Там не обязательно что-то должно быть прям сверх такое естественное, сверхдорогое. Просто на тот момент надо смотреть и надо чувствовать. Иногда у меня бывает такое, ну, появляется такое чувство, думаю, вот надо вот это именно сделать. Поэтому при посещении вот фотоотчеты, видеоотчеты, конечно, желательно, если человек стесняется, но мне кажется, наоборот, если мы рассказываем о такой ситуации в дальнейшем, ну и также люди окружающие, они будут знать, что есть кто-то рядом, кто нуждается в чем, и, возможно, у того человека будет что-то, чем они смогут ему помочь. Тот же самый, вот я говорю, вот мы сделали видеосъемку. Я делаю видеосъемку чисто для себя, но и также это рассказать людям, чтобы люди, они по видео, те же самые соседи, они поняли, в чем этот сосед нуждается. Если по видеоотчету они увидели, что у человека там нету плиты, а у другого соседа есть лишнее, почему им не дать? Как бы так.